Всем привет, друзья, дорогие зрители, случайные зрители. Короче, заказал для себя, для девушки такие вот часы М16+. Чисто попользоваться, если что. Потом будут в наличии для заказа, если что, пишите в Инстаграм, в комментариях. Вот. Сейчас попозже приеду домой, тут сделаю. Эти уже я раскрыл, посмотрел. Эти запечатаны. Вот, если что, кому нужно, обращайтесь. Сейчас попозже домой приеду, сделаю анбоксинг. Ну что, дорогие друзья, доехал я до дома. Уже пленку снял, потому что посмотрел, это пленку уже подарил. А второе, первое впечатление сейчас будем с вами разбирать. Toyota. Одной рукой не очень удобно это делать. М16+. Такая штука. Smartwatch. Качество. Пластик толстый. Добротный. Так они выглядят. 44 миллиметра. VR Fit Pro — это приложение, короче, через которое эти часы работают. Брошюрка для понимающих, короче, китайский. Так, вот они. Вытаскивать это дело все вот так вот. Ну, само раз и остается. Эта штука. Эта штучка поролоновая такая. Ну, чтобы они держались нормально там. При транспортировке ничего с ними не стало. Ремешок. Ремешок непонятно, резина походу. Такое по ощущениям на резину похоже. Фиксаторы. Фиксаторы. Вот так вот все это дело снимается. Ну, ремешки, короче, я читал, что все другие, любые от Apple Watch 6 не подходят. На запах. На запах резины пахнет. Пленка. Лучше традиция все. Неудобно, конечно, через камеру все это дело смотреть. Снимать, соответственно, также через камеру тоже неудобно. Всем здорово, это я. Все тот же самый Оскар. Сейчас мы посмотрим, короче, проверим. Сейчас я просто с нескольких ракурсов, чтобы тоже видели. Я просто немножко приболел, поэтому весь на суете такой. Короче, решил с вами побеседовать. Что тут, короче, что за китайцы мутят, что за какие-то приветы, бля, в Россию направляют. Короче, смотрел обзоры на эти часы. Короче, из всех доступных, короче, которые вообще есть на рынке. Блин, они так захерачили, что хрен распакуешь. Короче, по качеству, по плавности хода, вот эти вот модели, короче, они самые лучшие. Поэтому я и взял на тест-драйв себе вначале. Вот. Потом думаю, если мне понравится, я буду продавать по Уфе людям. Это что-то, блин, не открывается. О, короче, старые вандалические методы. Все, я вскрыл. Вот. Сейчас я вам покажу, как эта вся движуха работает. Наверное, будем снимать так же, как и в прошлый раз. Поэтому сейчас. Так, вот так они выглядят. Красота. Глянцевый, черный. Фу. Так. Это финтифлюшка хрустит. Это кнопочка.
Работает. Полетели. Микки Маус. Опа. Так. Яркость. Сейчас бы самому просто понять вообще. Кстати, по плавности хода очень шустрые такие. 27%. Как менять вообще? Первый раз, короче, вообще часы. Вот они такие. Кстати, по плавности хода, кстати, очень, ну, как я и смотрел, они точно так же, конечно, это такие же, как и ожидалось. Не подвели, прям нормально. Количество циферблатов, конечно, я ожидал побольше. Ну ладно, они, по-моему, тут подгружаются. Ну ладно, это не суть, что тут no message. Настройки полетели. Диминг. Language settings. Нам русский, конечно. Кстати, тактильная отдача очень приятная такая. Ну, интуитивно понятно они. Нет сообщений. Блокировка. Экран заблокирован. Ну давай, как теперь разблокировать его? Экран заблокирован. Нажмите что? Короче, правую кнопку надо разблокировать все. 3 раза задержать. Ну такие вот, на вес такие добротные. Прям чувствуется не голимый какой-то пластик. Прям. Такое, что тут еще? Ночной режим. Яркость. Давай настройки пока. Время выключения экрана. Поднимите запястье, не беспокоит режим. Подключите мобильный телефон. Ладно, с подключениями все это понятно. Что за неисправность? Неисправность, что за... Динамик услышать. Ну такой динамик, конечно, не Dolby Atmos, не Dolby Digital. Неисправность, это я так понял, что он, короче, захотел выключиться. Сейчас вот резко включился. 26%. Время выключения. Поднимите звук, настройки, вибрации. Ну-ка, давайте-ка любимые. О, это колесико справа. Одну руку, конечно, не очень удобно, но она работает. Вот. Работает. Колесико работает. Стиле Apple Watch все четко работает. Ну-ка, эта кнопочка за что отвечает? Это справа кнопка, короче. За что-то, короче, она отвечает. Тут, о, камера. Стряхните, чтобы... Стряхнул его. Че он? Ладно. Вышли. Короче, вот эта движуха, она вся приближается. Колесико. Колесико, короче, выкидывают на меню и туда, и туда. Коробку бы вот эту тупую убрать. Погода. В меню закидывают. А ну-ка, если это кнопочка. Эта кнопочка тоже, короче, меню кидает. Вот она боковая. Тоже рабочая. Активная кнопка. Просто фальшивка. Там все четко. Вот. Сейчас я нажму паузу и зачехлю ремешки. Ну ладно, давайте, может как-то при вас это все сделать. Чисто, короче, начинающий Вилсаком. Также эти часы все. Сейчас попробуем захреначить эти часы. Мои снимем. Ну, в общем, в целом, конечно, это ощущения такие вот приятные. От часов вообще. Конечно, бы ремешок вот этот, конечно, поменять бы. Как он застегивается, хрен пойми. С какой стороны его заводить, с какого выводить, не видно еще. С этими тоже как бы не очень сильно видно. Не очень сильно понятно. Откуда заводить, откуда выводить. Ну ладно, будем по старой наработанной схеме, методом тыка.
плотно очень заходит, так он. Прям реально усилия надо приложить. Может быть, просто я новые пазы тут проделываю своей здравой рукой. Короче, полпути пройдено. Остался второй полпути. Ну, понятно, тут вроде говорят, что оно с одной стороны, хотя она, короче, на вид. Что с одной, что с другой одинаково абсолютно дырка. Поэтому с любой стороны можно захреначить. Модель М16+. Ну прикольно, скажу, прикольно. Что? Только я не понял. Единственное, что я вообще первый раз их в руках вообще держу. Что вы понимали? И, блин, реально очень туго заходит. Конечно, туго, блядь. Потому что я их по диагонали закидываю. Toyota. Короче, походу он все-таки с одной стороны. Все-таки с одной стороны заходит. Какие-то, короче, непонятки. Студии. Реально непонятки. Ну ладно. Очень туго заходит. Очень. От слова совсем. От слова, что такое ощущение, что я их буду на цепочке, как раньше, в кармашек ложить, как раньше такие. Раз, вот такие достал с кармана, посмотрел, положил обратно, короче. Поэтому... О, что, короче, то ли я разъездил тут все пазы. Теперь они тут то заходят, то походу такое ощущение. А вот все, короче, надо просто резко заходишь. И вот эти вот клипсы, которые, они должны зайти. Сука. Слепой еще ни хера не вижу. Давай. Ну, короче, я переживал, что они будут плохо держаться. Они уже возмущаются. Короче, держаться они будут нереально просто, потому что очень туго они заходят. Что я смотрел, как ребята там, когда одевают эти все ремешки, что-то так прям бодро, здраво. Я аж вспотел он весь. Тут, блин, ремешки качественно сделаны, чем часы. Короче, нахерачил. Дай бог, чтобы правильно. Но мне кажется, что я стороны ремешков перепутал. Короче, блин. Она, сука, с почином. Да, вот это новинки из корзинки. Как-то теперь тут замутить, чтобы они держались. Короче, ну смотрится очень ничего, так прикольно так. Очень бодро, очень здраво. Частота мне не нужна. А вот они вот так работают, раз. Потухли. Короче, ну их двигаешь, короче, они загораются. Непонятно, конечно. Может быть, их нужно откалибровать как-то. Смотрится ничего так бодро. Вот они вот так смотрятся на руках. Сейчас. Вот они вот так вот смотрятся на руках. Так вот ты сидишь, они потухли, раз, время посмотрел. Менял циферблаты. Ну ничего, такое прикольно. Я думал, они, конечно, маленькие будут, но у меня рука здоровая. И тут еще можно, даже еще больше, у кого рука больше, они как бы будут работать. То есть, ну это все выставляется, соответственно, все движения. Очень так неплохо, стильно смотрится. Пободрее, чем вот эти. Знаете, у меня уже ребята заезженные, уже лет 5. Прикольно так. Потом приложение скачаю как бы на телефон. Ну тут же суть такая, чтобы они время показывали. Совсем забыл сказать, вот еще дополнение. Этот магнитный, короче, на часы.
USB-шный. На магнитах, короче, засовывается. Уже совсем на радостях все забыл. Здесь уже что? Здесь какая-то еще, короче, брошюрка. Ну, рассказывают, как они заряжаются. Тоже это читай, не перечитай. Вот такой. Ну, этот, конечно, по качеству вот такой. Ну, где-то что-то среднее между совсем дешманским дерьмищем каким-то и высококачественным каким-то продуктом. Мне шнуры, конечно, покачественнее намного. Так что вот так вот. Что тут сзади еще? Ну, здесь это App Store, VR Fit Pro, Google Play, все дела. Все четко, серьезно. Так что, ребята, вот это М16+. Первое впечатление. Неплохие, мне нравится. Поэтому, ребят, подписываемся на канал, ставим лайк. Я про машины вообще рассказываю. Ну, технообзоры тоже не бывает. Поэтому, ребят, всем хорошего настроения. Всем приятного питания. Заходи на канал, ставь лайк. До свидания.